Всем привет! Данным видеороликом я хочу продолжить тему зимнего спиннинга и в этот раз расскажу, как я рыбачу в холодное время года на малых реках. Регулярные затяжные оттепели в последние зимы, порой даже с настоящими осенними дождями, способствуют тому, что практически все реки в регионе, где я рыбачу, частично или полностью остаются открытыми. Вследствие этого именно на реках зимой получается спиннинговать больше всего. В морозы на русле появляется закраина, может идти шуга, поэтому комфортнее всего рыбачить во время оттепели. Помешать зимней речной рыбалке на спиннинг при положительных температурах может лишь высокая вода, которая прибывает после таяния снега и проходящих дождей. Поэтому далеко не везде получается комфортно перемещаться по берегу, а также найти приемлемые условия для ловли. На первое место при выборе подходящего отрезка реки уже выходят не спутниковые карты, которыми я пользуюсь постоянно, а конкретные знания о характере рек и отдельных их участков. Наиболее пригодными зимой являются отрезки русла с высокими берегами, которые не затапливаются талой водой, и ходовые круглый год. Таковыми могут быть традиционные речные излучины или просто прямые крутояры. Многие реки, где я рыбачу, канализированы, и берега на них искусственные, насыпные, то есть довольно высокие, специально созданные для того, чтобы не затапливаться и не размываться. Обычно они также вполне ходовые. Впрочем, ходовой берег еще не значит, что с него можно успешно спиннинговать. Помешать ловле может сильное течение, поэтому лучшими местами являются разные затишки, где струя ослабевает, либо вообще так называемые обратки. Такие участки, как правило, локальные, я их облавливаю недолго, переезжая или переходя затем дальше, на следующую намеченную точку. По этой причине зимний спиннинг на реке получается еще более активным и мобильным, нежели в другие времена года. Случались рыбалки, когда я за полдня успевал посетить до 5 речек, а 3-4 так это в порядке вещей. Часто мои белорусские подписчики в соцсетях спрашивают, где же я рыбачил. А я не то, чтобы не хочу выдавать секретные точки, а просто не могу назвать ни конкретную реку, ни точное место, потому что их было много. В основном ловлю на притоках Немана. Они могут быть разными по характеру, как текущие в естественном русле, так и в выкопанном, вследствие чего выглядят как каналы. Последние, кстати, при своей неживописности зимой довольно перспективны. Спрямляя некогда природное русло, мелиораторы позаботились о том, чтобы оно не выходило из берегов, регулируя уровень воды посредством шлюзов. В результате даже при сильном зимнем паводке, который, кстати, у нас наблюдается уже третью зиму подряд, такие реки-каналы разливаются несущественно, или же вода на них быстро уходит. Особенно интересными бывают участки возле непосредственно гидротехнических сооружений, причем как ниже их, так и выше. Это могут быть обычные мелиоративные шлюзы, регулирующие уровень воды, либо какие-то другие конструкции. Например, год назад, как и несколько раз до этого, мы рыбачили возле шлюзового сооружения Первой мировой войны. Возле шлюзов легко найти участки с замедленным течением и приемлемой глубиной, где будет комфортно ловить. Да и хищная рыба нередко собирается здесь в достаточном количестве, в том числе и в период зимних оттепелей. Если тепло продолжительное, к тому же с высокими для зимы температурами, то снег зачастую сходит с речных берегов полностью, как сейчас. Тогда перемещаюсь по ним традиционным пешим ходом. Если же берега заснеженные, то передвигаться уже довольно проблематично. Зачастую это и останавливает многих любителей зимнего спиннинга. Выход я нашел в широких и коротких лыжах, которые позволяют перемещаться по снегу довольно быстро и легко. Этой зимой как раз заказал себе новые с пластиковым низом, к которому не будет прилипать снег во время оттепели. Называется они охотничья, имеют ширину 15 сантиметров и длину 1,20 м. Кому интересно. Правда, пришла обновка как раз к потеплению, и опробовать на рыбалке ее я еще не успел. Основная рыба в зимнем спиннинге у меня это щука. Признаться, успешно ловить по рекам окуня в это время пока не получается. Полосатый хищник начинает попадаться мне примерно с конца зимы. Поэтому сейчас целенаправленно выезжаю за щукой,
подбирая под нее и приманки, и снасти. Основной тип ловли – это джиг мягкими приманками. Я, в принципе, на реке по хищнице больше всего практикую такую рыбалку, а зимой так, наверное, только ее. На чистых участках пробовал как-то воблеры. В самую теплую зиму 2020 года уделил им достаточно много внимания во время ловли с лодки, но резина все равно была вне конкуренции. Оснащаю силикон чаще всего на офсетном крючке, что позволяет меньше цеплять не только различные коряги и береговую тростниковую растительность, но и плывущие по реке во время оттепели мусор. Периодически приманки на офсетнике все же застревают на краю ледовых закраин, но в основном грузом, и потому отстреливается при помощи такого же приема, как и при зацепе за коряжник. Чего не скажешь о резине на двойнике или джиг-головке. Она уже обычно цепляется крючком и снимается с закраек гораздо сложнее. От зимы к зиме применяемые приманки могут отличаться, поэтому расскажу о тех, на которые ловлю последние 2 сезона. Были попытки использовать твистеры, но всех щук, пока я и мои напарники последние годы поймали на виброхвост. Твистеры работали у меня в верховьях водохранилища на медленных реках. Сейчас же чаще ловлю на довольно быстром течении. Пока наиболее уловистой приманкой является Lucky John Sparktail. Обычно для щуки я использую самый большой размер 4 дюйма, но бывает, когда хищница капризничает, ставлю и меньше 3-дюймовый. Еще одна рабочая приманка у меня это Slim Shaker. Он плотнее сидит на офсетном крючке, поэтому чаще ставлю его в заросших местах и с корягами, но он может хуже засекать рыбу. Вес грузов колеблется в довольно широком диапазоне. На тихих и мелких местах для качественной ступенчатой проводки подойдут и 7-8 граммовые чебурашки, а на речных ямах уже ставлю грузы 14-16 грамм. Самые используя расцветки это сливовая, S13 и S14, а также легкая кислота. Особо перспективные места, если не получаю на них поклевок привычными приманками, могу проверить и более крупной съедобкой, например LG Minnow 5,5. Другое дело, что мои основные спиннинги для него могут уже быть слабоватыми. Удилище использую класса Medium Light тестом не меньше 20 грамм. Зимой условия часто сложные, да и на реке в принципе ловить с берега непросто, поэтому спиннинги нужны помощнее, но, конечно, без большого ущерба для чувствительности. Максимальный потолок теста обычно составляет 28 грамм. В холодную погоду могу применять удилище с теплой рукояткой EVA. Это модели Lucky John Bassara 20 и Salma Elite Jig and Twitch 25. В другое время мой любимый зимний спиннинг это Lucky John One Sensoric Vantage 21. Им получалось затаскивать на ледовые закраины щук весом до 2,5 кг, а до килошниц поднимать на бланке. Вообще-то на малой реке я люблю практиковать кастинг. С ними заброс получается точнее и ловля более маневренная. Но мультипликаторная катушка и узкие кольца удилища не очень дружат с морозом. А в целом снасть с боковым и встречным ветром. Поэтому такой вариант использую в тихую погоду положительными температурами. Диаметр шнура в зимнем береговом спиннинге использую несколько толще, нежели в лодочной ловле в этот период и в аналогичной рыбалке в теплое время года. Для стандартных условий оптимальным мне видится диаметр 0,14 мм. Для кастинговой снасти и сложных рыбалок с закраинами и коряжником ставлю катушку с плетенкой 0,16 мм. Такую же чаще всего использую на узких реках, где приманка так и норовит перелететь на противоположный берег, а также в высоких местах, где рыбу сложно взять рукой или коротким подсачиком, и приходится затягивать наверх или поднимать удилищем. Диаметр шнуров традиционно указываю в миллиметрах, потому как по японской классификации для одной и той же толщины в миллиметрах, например, 0,14, у разных моделей может указываться показатель как 0,8, так и 1,2. Вот вкратце и весь рассказ об особенностях зимнего спиннинга на небольших реках. Привел кое-что из своего опыта такой ловли. Надеюсь, информация будет полезна другим рыболовам. До новых встреч, друзья! Подписывайтесь на канал, отмечайте понравившиеся видео своими лайками, мне будет приятно.